Еще и дождь пошел. Конец декабря, скоро Новый год. А погодка просто шепчет. Всем привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Сегодня по прогнозу должен был быть снегодождь, так называемый. Пока сюда ехал на машине, был уже и снег, был уже и дождь местами, ну, везде по-разному. Сюда приехал в надежде, что будет хотя бы мокрый снег. Но нет, идет вообще дождь. Пусть не сильный, слава богу, но тем не менее от того атмосфера приятной не становится. Уже хочется как можно быстрее добраться до уютного своего укрытия в лесу, в надежде, что там никого не будет, во-первых, а во-вторых, что, в принципе, с домом все в порядке. Как вы уже, наверное, догадались, те, кто постоянно смотрит мой канал, я направляюсь в землянку у ручья. Давно там не был, и интересно проверить, как дела, как стоит домик, был ли кто-то, посещал ли ее кто-то. Будем надеяться, что там все хорошо. Затопим с вами печку, посидим, поболтаем, поделаем дела. В общем, садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Поехали! Смотрите-ка, гнездо какое-то. Видите, да? Интересно, чье это гнездо? Если у вас есть предположение, то обязательно напишите об этом в комментариях. О, да, зима. Дождь льет. Ужас вообще. Уже весь мокрый. Осталось прям совсем чуть-чуть. И, честно говоря, я испытываю волнение определенное. Потому что прям я иду по тропе. Представляете? То есть вот вообще по лесу идет тропа, и пока что она целенаправленно идет в сторону землянки. Один человек точно сюда ходит, я знаю, кто это. Сотрудник, скажем так, этого леса. У него есть мой телефонный номер, то есть он всегда может мне позвонить. Но пока еще он мне ни разу не звонил. Возможно, это он и ходит сюда отдыхать. Жива ли ты еще, моя старушка? Жива. Слушайте, ну, я прям рад, что приехал в Ленинград. Вы посмотрите, какой сногсшибательный вид. Лес вокруг. И просто стоит такая скромненькая, маленькая, ну, не землянка, а даже наподобие избушечки, я бы сказал, избушка. Остается только дойти до нее, затопить печку. И просто обалдеть вообще. Ой, ну это вообще великолепно. О-хо-хо! Я прям рад. Все в порядке. Все на месте. Печь на месте. Землянка на месте. Ведро на месте. Пойдемте греться и затапливать печь уже пора бы.
Ничего пока еще здесь не сгнило в землянке, да? Никакие стены, нигде ничего пока намека нет на то, что будет гнить. Нигде ничего не капает, все сухо. Хорошо, а температура, кстати, -1. Вот так вот. -1 градус здесь. Ну, хотя и на улице то же самое, в принципе. Но прежде чем разогревать помещение и затапливать печь, всегда рекомендую провести небольшую уборку. Дело в том, что постоянно мыши здесь тусят. Я думаю, во всех помещениях так. И в избушках даже, когда я ходил, то же самое. И поверьте мне, не меньше. Кстати, давайте посмотрим, кто здесь был. Ну, конечно же, я здесь был. Человек был, который, повторюсь-таки, следит за этим лесом и, по всей видимости, периодически сюда приходит. Также здесь был Вовка. Привет, были Вовка и оператор. Зашли на разведку. Тут, как всегда, очень круто испугались черепов. Ну да, здесь дело в том, что висели черепа, чтобы не оскорблять ничьих чувств. Этого видео не было на русскоязычном канале. Оно было посвящено Хэллоуину. И здесь, да, действительно висели черепа. Если кому интересно, то на иностранном канале можете посмотреть это видео. 28 ноября они были. Прикольно. Да, спасибо Вовке и оператору за то, что они сюда заходили. Что, давайте тогда сделаем небольшую уборку и затопим уже печку. А то, правда, я уже начинаю мерзнуть.
Несмотря на то, что очень холодно раздеваться, но это производственная необходимость. Сейчас станет скоро совсем тепло. Фух, но это было бы лучше, чем я сюда пришел бы вообще мокрым. И опять потом бы не мог отогреться очень долгое время. Ну, как в том году. Была такая история, когда я замерз. Хорошо. Ой, как хорошо-то здесь, уютненько, а? Надо чайку попить. И можно будет заниматься делами. В первую очередь нужно почистить снег, немножко дров заготовить, как всегда. И самое главное, украсить помещение и подготовить его к праздникам. Ну, мало ли, вдруг кто-то сюда придет, ему будет приятно. Еще я взял сегодня сюда вот такие вот книжки. В этом хаосе, в котором мы сейчас живем, я думаю, актуально будет положить здесь книги таких писателей, как Джордж Оруэлл, 1984, Федор Достоевский, «Преступление и наказание», ну и Гоголь, «Мертвые души». Сейчас придумаю, куда это все положить, поставить. Ну, на досуге, мало ли, кто-то вот захочет почитать, может быть, тоже здесь. Отдохнуть от суеты, от вот этого сумасшествия городского, когда все куда-то бегут, ломятся. А здесь спешить никуда не надо. Здесь и так все прекрасно. Все идет своим чередом. И не надо никуда торопить свою жизнь. Ну что, давайте попробуем и испытаем гирлянду.
вроде как согрелся. И я думаю, можно сделать черенок для лопаты и пойти уже убрать снег. Немного так почистить его хотя бы вот на веранде и немного снаружи, там, да, чтобы было где потоптаться, выйти, походить, побродить. Да и дровишек немножко, наверное, надо, хотя бы полешек 8-10 напилить, таких вот прям нормальных. Сложить их здесь, пусть они сушатся. Да и вечером я собираюсь приготовить вкусный ужин. Я думаю, вам тоже он понравится. Много мыслей меня посещало в последнее время по поводу канала, да, по поводу того, куда канал пришел. И я пришел к выводу, что в последнее время меня очень сильно что-то тяготит. Пытался понять, что же это, что же тяготит меня в творческом плане, в эмоциональном плане, съедает даже, я бы сказал, изнутри. И я пришел к выводу, что это реклама на канале. С одной стороны, канал без рекламы развиваться нормально не может. С другой стороны, когда какая-то реклама на канале выходит, то, как бы это правильно сказать, в общем, как будто бы я себя немного растрачиваю не на то, на что нужно. Наверное, вот так будет правильно сформулировать. Я пришел к выводу, к такому, что без рекламы никак нельзя. Но и много рекламы, это тоже уже какой-то камень, который тащит меня на дно. И в итоге со следующего года на канале будет максимум одна реклама. Ну, естественно, там, если что-то подписчики пришлют, понятное дело, я там скажу спасибо людям, там могу сказать, у кого можно приобрести, там, ну, к примеру, вот мне Михаил Семенов прислал ножи. Сегодня вечером я их вам покажу за ужином. Ну, как бы я не считаю, что это реклама. То есть, если зрители что-то присылают, тем более от чистого сердца, то это не реклама. А вот уже конкретно такие рекламные вставки, их количество нужно ограничить. И, повторюсь, таки максимум одна реклама в видео теперь будет со следующего года. Я думаю, это меня освободит в творческом плане, разгрузит немножко эмоционально. Я не буду уже сосредотачиваться на том, чтобы отснять какую-то рекламную интеграцию, а уже буду сосредотачиваться на том, что я делаю в своих строениях.
Приятно так сидеть в теплом, уютном помещении. 21 градус уже. Вода еще у меня сейчас, снег растопится, вода подогреется. Я немножко руки помою, лицо умою. И потом как раз уже можно будет спокойно готовить. Такой вот презент от подписчика, от Михаила Семенова из Санкт-Петербурга. Пришел мне не так давно. 2 ножа. Михаил сам делает ножи. Вот такой вот, да, красивый. И вот такой вот. Прям тесак такой хороший. Михаил сам делает ножи. Ножны тоже изготавливает сам из кожи. Все ручной работы. Сегодня как раз таки буду испытывать его ножи. Ну а если вдруг вас тоже заинтересует, где можно такие ножи классные, красивые, ручной работы купить, то я на всякий случай оставлю в описании ссылку на группу Михаила Семенова в ВКонтакте. Пишите ему, обращайтесь, и у вас тоже могут быть точно такие же ножи, как и у меня. А готовить сегодня мы с вами будем. Почему я говорю мы с вами? Потому что я знаю, что многие зрители всегда, когда я начинаю готовить, тоже бегут к холодильнику и что-нибудь начинают готовить. Там хотя бы бутерброды, либо еще что-то. Поэтому мы с вами будем готовить цыпленка. Я его хочу запечь в печи. Приготовление его самое что ни на есть простое. Специи, соль, подсолнечное масло. Все это дело втереть, растереть по всей поверхности цыпленка. И в задний проход затолкать ему яблоко, короче говоря. Ну, немножко так, для аромата. Я думаю, наверное, даже яблоко имеет смысл чуть-чуть надрезать, чтобы оно больше аромата давало. Мандарины лежат у меня, но я их использовать никак не буду, просто сейчас их съем. Все-таки уже совсем близко Новый год, и поэтому, я думаю, мандарины уже пора бы использовать на своем столе ежедневно. И тем более, сегодня мы с вами празднуем Рождество по католическому календарю. Но потом будем Новый год отмечать скоро, а потом еще и наше Рождество отметим. Так что будем гулять на полную катушку. В общем, приступаю, начинаю готовить цыпленка.
Ну и все, теперь цыпленка можно зафольгировать, упаковать в фольгу. И как только появятся угли, закинуть его в печку. Ну или в вашем случае в духовку, в духовой шкаф. На мой взгляд, это очень простой рецепт. И самое главное, вкусный. Пахнет вкусно. Теперь остается попробовать, как вообще по готовности получилось приготовить у меня или нет. Я все-таки надеюсь, что получилось. Как говорится, горячее сырым не бывает. У меня еще такие вот специальные лепешки я привез. Ну, их для тако, для приготовления тако используют. Хотел вообще лаваш взять, лаваша просто не было обычного. То есть застелить деревянную вот эту вот тарелку лавашом и уже туда выложить курицу. Но и так будет хорошо. И нежная, мягкая, сочная. Отлично. Самое топ. То есть и не пережарил. Мясо не сухое. И в то же время оно не розовое. То есть оно готово, полностью готово. Это просто прекрасно. Приятного вам аппетита, если вдруг вы все-таки тоже что-то решили приготовить и поесть вместе со мной. Великолепный вкус. Даже дверь открыл, чтобы немного животные, находящиеся в лесу, тоже почувствовали аромат этой прекрасной, хотел сказать курицы, этого прекрасного цыпленка. Бояться мне здесь, по сути, некого. Конкретно в этом месте волки не обитают и медведей тоже нет. Ну, лиса может только прийти, по сути дела. Все, больше никто. На этом на сегодня все, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Скоро увидимся. Всем пока. Пока-пока.
тем более мы же с вами празднуем сегодня Рождество по Тем более мы с вами празднуем сегодня мы с вами празднуем Рождество по католическому календарю. С Новым годом! Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Синхронизация звука.